I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим очень интересные гибридные наушники от компании CVG стоимостью $79. И приходят они в довольно большой по габаритам коробке с отличным оформлением, где на лицевой части здесь изображена Wi-Fi, есть логотип компании и указано название этой модели, а именно Shadow Blade. И по большей части эти наушники позиционируются как для геймеров, что довольно интересно. Но и это мы с вами обсудим уже чуть позже. Но здесь указаны технические характеристики этих наушников, и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер и виброблок, который делает низкие частоты более тактильными и ощутимыми. Причем он здесь реально работает и поставлен не просто так для галочки, но чувствительность составляет 101 дБ, и они получили очень низкое сопротивление 8 Ом, поэтому на раскачку эти наушники очень легкие, и лучше всего подключать их к источникам с около нулевым сопротивлением. Обязательно это учитывайте. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим их огромную комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин, съемным микрофоном и модульной системой штекеров. И сюда можно поставить как обычный штекер на 3,5 мм, воспользоваться Type-C, например, уже для подключения к смартфону, и переходником на USB-A для подключения уже к компьютеру. Разветвитель для микрофона и наушников. Сменные звуководы с разной настройкой звучания, золотистые для более яркого и энергичного, серебристые для сбалансированного, а черные для более нейтрального и расслабленного. Фоторамка с Wi-Fi. Брелок с Wi-Fi. Два набора силиконовых амбушюр, одни более узкие, а другие более широкие. Набор губок. Небольшой кейс с изображением Wi-Fi. Сертификат качества. Инструкция по использованию наушников. И гарантийная карточка. Наушники довольно крупные, выполнены полностью из металла. На лицевой части здесь у них имеется надпись Shadow Blade и присутствует целых 4 акустических отверстия, защищенных черной сеточкой. И я предположу, что эти наушники все же имеют полуоткрытый тип конструкции, поскольку наружу через эти отверстия музыка действительно просачивается. И если приложить наушник, например, к уху или даже просто держать их в руках, они прям тактильно отдают при низкочастотных ударах музыки. Поэтому я сразу, друзья, вам сказал, что виброблок здесь стоит не для галочки, и он тут реально работает, и очень даже ощутимо. И возможно это даже одна из лучших его реализаций, что мне приходилось пробовать. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля и указана маркировка канала. И рядом здесь еще присутствует вот такое вот большое, довольно круглое акустическое отверстие. А на внутренней части присутствует небольшое отверстие для компенсации, которое со своей функцией справляется на отлично, и проблем с эффектом вакуума у этих наушников нет. Ну а звуковод у них, как по мне, очень даже такой оптимальный, не слишком короткий, выполнен из металла и имеет диаметр 5 мм, и получил четкий бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и защищен металлической сеткой. И кстати, по большей части я прослушивал эти наушники именно вот с этим черным звуководом, так как с ним звучание этих наушников обретает более нейтральный и спокойный характер, что лично мне для прослушивания музыки нравится больше. Но если вы геймер и вам нужно получить уже более усиленные звуки шагов и окружения, то, друзья, смело используйте золотистый или серебристый звуковод. Ну и сидят в ушах эти наушники отлично, никаких проблем при их использовании у меня не было. Да, они довольно крупные, но тем не менее с посадкой тут полный порядок. Есть как и надежная фиксация в ухе, так и хорошая звукоизоляция. Ну а если вы геймер, то советую вам использовать их с комплектным кабелем, поскольку он довольно удобный, модульный и имеет съемный микрофон, который звук записывает вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре, пять, проверка связи, IC Genius на связи. Как слышно, друзья, как по мне, вроде бы микрофон довольно неплохой, хотя, конечно, понятное дело, посторонний шум у него имеется.
а вот для аудиофилов я бы все же советовал взять другой и более аудиофильский, желательно медный кабель, дабы раскрыть звучание этих наушников на максимум. Ну а прослушал я эти наушники с плеером Tempotec V3 Blaze и с настольным ЦАП-усилителем SMSL C200 Pro, и поскольку эти наушники очень легкие на раскачку, то на этом усилителе громкость выше 20% я не поднимал, а на плеере я остановился на значении 35, и с плеером Tempotec V3 Blaze наушники в целом уже и так звучат очень достойно. Подача получилась такой очень собранной, довольно энергичной, с плотным и хлестким басом, аккуратной серединкой и с большим акцентом в теплую музыкальность, то есть звук очень комфортный, с хорошим вовлечением в материал и при этом достаточно детализированный. Но вот с ЦАП-усилителем, конечно, все стало куда интереснее, и тут эти наушники буквально раскрылись на максимум. Появилось больше прозрачности, воздуха, сцена стала шире, инструменты точнее отделяются друг от друга, бас стал даже глубже и текстурнее, а контроль по всему диапазону заметно выше, да и в целом деталей стало куда больше, и само звучание стало чище, техничнее и одновременно напористее, с таким более аналитическим характером, который реально удивляет за вот эту небольшую цену. В общем, по источникам, друзья, тут, думаю, все понятно. Ну а теперь давайте лучше обсудим то, как звучат эти наушники и чем же они смогут вас удивить. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники CVG Shadow Blade, и вот так выглядит график частотной характеристики. Эти наушники имеют усиление низких частот на 6 дБ с явным пиком в области мидбаса, но не пугайтесь, друзья, ведь это тот самый резонанс от виброблока, который здесь вот так вот на графике очень явно выделяется и придает характерный тактильный отклик на низких частотах. Ну а далее здесь следует грамотно выполненный переход к области нижней середины, а после нас встречает правильно оформленная область верхней середины с небольшим усилением на уровне моего таргета. Поэтому эти наушники здесь не звучат для меня излишне энергично, и контроль в этом диапазоне тут реально хороший, особенно при использовании черного звуковода. Ну а высокие частоты тут вообще удивительно хороши. Они крайне протяженные, с небольшими расставленными ямками для компенсации, и они лишь уже плавно затухают после 15 кГц. То есть их протянули здесь вообще прям очень хорошо для такой-то небольшой ценовой категории, что лично меня очень радует. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих в какой-то степени необычайных наушников уже более подробно. Низкие частоты в CVG Shadow Blade — это настоящая демонстрация силы, упругости и чистого драйва. Это не аккуратный и аналитичный скучный бас, как у мониторных моделей, а именно тот самый бас, который хочется чувствовать, а не просто слышать. И здесь акцент сделан не столько на точность, сколько на общую динамику, ударную мощь и насыщенность. И в этом плане, друзья, эти наушники отрабатывают на все 100%, так как сабас в них был хорошо акцентирован, и он ощущается достаточно глубоким, плотным и массивным, с отличной протяженностью вниз и с подчеркнутым общим фундаментом. Но все же главная фишка этих наушников здесь — это вибродрайвер, который добавляет басу буквально безумное тактильное ощущение, причем несмотря на график, на слух же вибрация от виброблока чувствуется и реально присутствует при воспроизведении сабасовых партий. Поэтому в моменте создается такое ощущение, что сабас здесь не просто звучит, а буквально резонирует и давит на вас своим телом, добавляя мощного ощущения и физического присутствия низким частотам, что создает для нас просто какой-то поистине уникальный опыт, особенно в тяжелой музыке и электронике, где каждый басовый удар буквально ощущается на себе. Впрочем, это также, ребята, отлично проявляется и в играх, и, например, при просмотре кино, где присутствуют различные какие-то спецэффекты. Ну а мидбас здесь — это, ребята, просто отдельное удовольствие. Он довольно четкий, хлесткий, очень собранный, с отличной атакой и быстрым импульсом. Удары звучат энергично и дерзко, с хорошим таким контролем и минимальным временем затухания. Да, конечно, стоит сказать, что здесь есть такая небольшая гулкость от этого виброблока, но это абсолютно нормально. Главное ведь то, что сам бас при этом остается читаемым даже при очень каких-то плотных аранжировках и быстрой ритмике. А также радует, что здесь он не наваливается на нижнюю середину, не окрашивает и не утяжеляет вокал, и не уводит ваше внимание от других инструментов, несмотря на свою такую очень явную
явную массивность и выраженную панчевость, что для современных жанров, ребята, будет прям то, что надо. Ну и в итоге наушники CVG Shadow Blade точно не для тех, кто ищет какую-то мониторную точность и сухую аналитику в этом диапазоне. Но если вы хотите буквально почувствовать всю физику баса, прочувствовать музыку или какой-то игровой момент на новом тактильном уровне и при этом не терять структуры и контроля, то, ребята, это точно ваш вариант, так как это упругий, пробивной, цепкий и мощный бас, который не просто звучит, а очень живо работает с пространством и вашим восприятием музыкального материала. Ну а средние частоты здесь меня приятно удивили своей универсальностью и тонко выдержанным нейтральным характером, который уже ощутимо меняется в зависимости от выбранного звуковода. С золотистым звуководом подача здесь становится такой более приподнятой, насыщенной, энергичной, и она заметно так выделяет вокал и малый барабан вперед по построению звуковой сцене, и это уже будет отличный вариант для тех, кто ищет яркость и заметную такую выразительность в середине. Но лично я, друзья, все же предпочел слушать эти наушники именно с черным звуководом, который дает уже такую более нейтральную и сбалансированную подачу, которая больше соответствует моим предпочтениям, так как я слушаю очень много разной музыки в совершенно разных направлениях. Но какой все же звуковод выбрать, это уже будет выбор только за вами, так как я лишь просто делюсь своим опытом использования. И как по мне, ребята, вот в этой нейтральной конфигурации с черным звуководом середина у этих наушников раскрывается особенно приятно. Она звучит естественно и цельно, без каких-то там резких и добавленных всплесков, но при этом с хорошей разборчивостью и общей прозрачностью. Все подается чисто и честно, вокал насыщен, но излишне не выпирает, а инструменты детализированы, весомы, но не воспринимаются какими-то излишне агрессивными или яркими. То есть в целом с черным звуководом мы здесь имеем такую очень спокойную, но и не скучную атмосферу, так как эти наушники умеют быть как живыми, так и умеренно эмоциональными, без какого-то дополнительного окрашивания и добавленной специально насыщенности. И честно говоря, друзья, у меня это вызывает только искреннее уважение к такому грамотно выполненному балансу. Ну а что касается вокала, то смотрите, друзья, мужской вокал здесь подается с некоторой такой мягкой аналоговой телесностью и бархатистой фактурой, а женский звучит более так деликатно, плавно, с приятной артикуляцией и хорошим контролем, то есть без какой-то резкости там или яркости. Но особенно приятно, что вокальные партии по восприятию здесь очень свободные и раскрепощенные, то есть они не зажаты, так скажем, в миксе, не утоплены куда-то там под него, но и не акцентированы чрезмерно, как уже в излишне энергичных наушниках. И при этом плотности в середине здесь ровно столько, сколько нужно. Она не сухая, но и не перегруженная, поэтому слушать эти наушники реально приятно, легко и даже очень вовлекающе. В общем, друзья, это точно не та середина, которая пытается здесь вас впечатлить какой-то подчеркнутой аналитичностью или хирургической точностью, и не та, что уходит в, так скажем, избыточную аналоговую мягкость, так как здесь есть и баланс, и общая зрелость, и тонкость подачи, с хорошим прослушиванием каких-то микронюансов. И в итоге средние частоты в CVG Shadow Blade это очень удачное сочетание прозрачности, музыкальности и натуральности. Они не перегружают вас какими-то сверхэмоциями, но и не лишены общей живости. Это середина, которая не утомляет, не отвлекает, а просто дает вам такую отличную возможность погрузиться в музыку и слушать ее реально долго, с интересом и удовольствием, что очень важно. Но высокие частоты после себя оставляют исключительно положительное впечатление благодаря своей взвешенной и очень грамотной подаче. Они точно не стремятся удивить вас какой-то яркостью или гиперподчеркнутой воздушностью с техникой, и это делает их особенно комфортными для длительного прослушивания. Здесь нет какой-то добавленной там излишней искристости или неприятной звенящей резкости, которую как раз таки очень часто можно встретить в бюджетных моделях с более ярким характером в этой области. Вместо этого, друзья, здесь мы имеем такой очень аккуратный, тонко выстроенный баланс между чистотой, прозрачностью и мягкой, деликатной передачей деталей, и при этом с реально нормальной детализацией и разрешением. Да, пусть это будет и не уровень каких-то сверхтехничных и аналитичных моделей, но, друзья, вот, например, какие-то мелкие нюансы в музыке, будь то там трение пальцев по струнам, затухание реверберации, послезвучие тарелок, все это здесь ощущается и подается отчетливо, и слышны не только явные акценты, но и даже
микродетали, которые уже потом и формируют для нас такую более цельную атмосферу и добавляют жизни в звучание, что особенно уже ощущается на живых инструментах и акустике, как раз там, где важна тонкая работа с верхним диапазоном и его общая прозрачность и, конечно, тембральная достоверность. И в итоге высокие частоты в Shadow Blade можно охарактеризовать как очень комфортные, умеренно детальные и очень грамотно вписанные в общий звуковой баланс. Это не яркие, не темные и не вялые наушники, а скорее очень зрелые и сбалансированные, и их реально хочется слушать долго, при этом не делая скидку на их очень небольшую стоимость, просто потому что они дают именно тот уровень высоких частот, который вас не отвлекает, не давит и не утомляет, но при этом позволяет вам наслаждаться как хорошей прозрачностью, как уверенной детализацией, так и даже микродинамикой. Ну согласитесь, ребята, ну красота ведь. Ну а звуковая сцена в CVG Shadow Blade действительно удивляет, не потому что она просто широкая для своей цены, а потому что она звучит естественно просторной, открытой и по-хорошему воздушной. И здесь есть то самое ощущение свободы, как уже у открытых наушников, когда звук, так скажем, не давит на вас и не слипается в центре, а словно разлетается в воздухе по сторонам, уверенно и с хорошей ориентацией в пространстве. И с первых секунд становится сразу понятно, сцена здесь широкая и глубокая, а не просто формальная для галочки. И она реально дает дыхание композиции, неважно, слушаете вы там какой-то оркестр, живой рок или плотный электронный трек, так как инструменты здесь не спрессованы, а как будто бы, знаете, парят в воздухе. Причем каждый четко находится на своем месте, с явным разделением и довольно ясной локализацией. Причем и удивляют эти наушники не только в музыке, но и даже в играх. Я, конечно, ребята, не так часто играю, но позалипать пару часов в какой-нибудь Valorant, это, ребята, можно. И тут сразу я вам отмечу, что позиционирование у этих наушников очень четкое. Вы реально ощущаете направление и расстояние до источника, шаги, выстрелы, звуки окружения, все это реально легко читается. И даже в каких-то напряженных моментах сцена не сжимается и не превращается в кашу. С локализацией, ребята, проблем у этих наушников точно не возникает. И это делает их идеально пригодными для гейминга. И поверьте мне, они точно будут лучше всяких распиаренных полноразмерных типа геймерских наушников. И в итоге CVG Shadow Blade дарят вам отличное звучание с просторной и грамотно построенной звуковой сценой, где есть и ширина, и глубина, и точное расположение каждого элемента. Все звучит легко, прозрачно и натурально. Это не какой-то там плоский или тесный звук, а наоборот открытый и объемный. Именно благодаря этому слушать эти наушники, ребята, хочется не просто долго, а внимательно вслушиваясь даже в какие-то мелкие нюансы. Ну а вывод у меня получился таков. CVG Shadow Blade это по-настоящему уникальные гибридные наушники, которые не только удивляют своим качеством звучания за свою цену, но и предлагают нам совершенно новый опыт использования благодаря встроенному виброблоку, который уже отлично проявляет себя в играх, позволяя вам буквально чувствовать присутствие соперника и глубже погружаться в атмосферу, в будь то каком-то сюжетном экшене или соревновательном шутере, так и в музыке, где особенно будут довольны фанаты тяжелых жанров, вроде рока и металла, где за счет мощного и ощутимого рева гитар и плотных барабанов вы точно, ребята, кайфанете. И, конечно, оценят работу виброблока любители послушать уже современную поп-музыку, электронику и хип-хоп, где бас отыгрывает реально очень мощно, динамично и упруго, с выраженным тактильным откликом. И это реально, друзья, совершенно новый и необычайный опыт. Поэтому, как вариант попробовать и ощутить уже что-то такое, я смело рекомендую эти наушники. Тем более у этих наушников есть очень богатая комплектация, где есть буквально все необходимое для использования наушников сразу из коробки. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.